Вы на канале Курортнички, и в этот раз про собак, песни, танцы, состояние транса, селфи, социальные лифты, телескопы, вообще про кучу всего, и даже про блэкаут на набережной, и как он никому не помешал и не может помешать. Вот это кафе на левом берегу в устье реки Учансу. И мне даже не интересно, как она называется, поскольку это никак не влияет на вкус кофе и песни, которые здесь можно услышать. До слезы, до рассвета будет время дрожать на звенящей струне, а я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне, а я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно, и все, что нельзя. Ну, я пришел сюда не из-за кафе, кафе просто попалось так как бы на пути, а потому что здесь есть памятник. Монумент официально называется «Навеки вместе» или что-то в этом роде, он про верность. Есть такая история, что якобы жил в Ялте вот такой парень, он любил плавать, любил свою собаку, у него была собака, и он в шторм полез в море и там утонул. Никто не знает, как звали этого парня. Никто не знает, как он назвал свою собаку. По легенде, пес очень долго ждал у моря, очень грустил. На самом деле он болтался по набережной, был достаточно агрессивный пес, я его помню. Но голод не тетка, и в итоге он стал подвывать уличному трубачу. Это сразу же по делу Парнас у трубача, и потому что это уже не просто музыка, да, это уже как бы цирк такой, то есть собака подвывает, поет и так далее. Вот, а трубач назвал пса Мухтаром, стал подкармливать его нормальным мясом. Несколько лет все было очень хорошо, но потом Мухтар умер от старости, и вот ему поставили памятник. Вот такие дела. А трубач, слава богу, жив, и я надеюсь, что я покажу его вам в этом видео. Слева по борту у нас кафе «Маяк», из которого открывается чудесный вид на Ялтинский залив. Может быть, благодаря вот этому памятнику райончик очень популярен не только у людей, но и у собак. И не всегда это вот такие хромые и на поводках. Здесь еще есть одичавшие, которые живут в стае. И у них все как у зверей. Доминирование, подчинение, альфа-самцы и вот все в этом роде. Вот один такой альфач лежит сейчас по центру набережной, и ему пофиг абсолютно толпы людей. Он лежит и доминирует. Громкая музыка и вся вот эта дискотека ему абсолютно пофиг. Я забываю, когда на южный берег Крыма приезжаю, и все проблемы я забываю. Когда на южный берег Крыма приезжаю. Добрый вечер! Вас приветствует самая уютная набережная и самая танцевальная южного берега Крыма. Мы только начинаем. Да потому... Дискотека, впрочем, заслуживает внимания. Я ее называю дискотека у Платана или дискотека под Платаном. Во-первых, потому что она работает почти каждый вечер круглый год, и это означает, что вы всегда здесь можете послушать хиты прошлого, потанцевать как раньше. Репертуар весь такой старперский, 80-х годов и прошлого века, ну и кое-что немножко есть более свежее такое, но все равно все это такой нафталин. Тем не менее, вот эта песенка насчет Алушта, потому что это такое свежее влияние, потому что песня свежая явно, она скорее всего, что написана просто как заставка к этой дискотеке, потому что дискотека, наверное, работает не только в Ялте, но и в Алуште. Авторы, которые писали, точно люди не местные, они не знают, что Алушта – это не южный берег Крыма. Вот не ведитесь на такие вещи, потому что южный берег Крыма – это от Гурзуфа и до Фароса.
Это очень явно климатически отличается, потому что зимой это абсолютно похоже. Вот сейчас здесь на видео был момент, когда женщина пыталась погладить вот такую уличную собаку, и молодые люди даже остановились, потому что собаки явно агрессивные, у них там есть какие-то свои разборки. Поэтому мой вам совет, если вам вдруг захочется на набережной погладить какую-то собачку, я очень убедительно прошу, не делайте этого, потому что собаки могут грузануть, и потом вы будете жалеть, потому что ваш отдых накроется, будут вот эти все неприятности, будут прививки от столбняка, еще не дай бог от бешенства, то есть это очень болючие процедуры, и поэтому не надо этого делать. Походу вот здесь на набережной есть такие ярмарки, в которых можно купить псевдоместные сувениры. Эта ярмарка расположена рядом с памятником архитектору Краснову. Вот он стоит на таком большом постаменте, и это архитектор, который тут построил Пол-Ялты, в общем, достаточно известный человек. Ну и возвращаемся на набережную. В этом месте, вот эта часть набережной, она имеет два яруса. Есть нижняя набережная и верхняя набережная. Вот сейчас мы на верхней набережной. Вот ходят люди костюмированные. Это люди на самом деле на работе, то есть они в костюмах, они зарабатывают тем, что они продают цветы. Вообще сейчас в Ялте где-то под 30 градусов жара, то есть в таких костюмах здесь жарко, и публика на самом деле ходит в чем-то более легком, в каких-то шортах, майках. Поэтому если вы видите людей в каких-то костюмах не по сезону или не по времени или не по месту, то это скорее всего, что какие-то люди, которые просто работают. В этом месте, которое с моря не защищено молом, набережная достаточно широкая, потому что зимой здесь бывают такие шторма, которые, в общем-то, все вот это место, где сейчас идут люди, все это заливает водой. И поэтому есть еще пара аллей, которые отделяют ближайшие дома от моря. Я уже слышу призывные звуки трубы. Это как раз тот трубач, о котором я рассказывал, когда я рассказывал про памятник. Он очень популярен в Ялте, у него есть свои фанаты, свои почитатели. И сейчас вы тоже сможете приобщиться к его искусству и послушать, как здорово этот парень играет на трубе. Вы можете представить себе, как было круто, когда он это делал вместе с псом по имени Мухтар. В Ютубе наверняка где-то есть записи, потому что очень многие люди снимали видео с этим дуэтом. Слышите, какая бурная реакция, и вот посмотрите, сколько у этого трубача поклонников. Все вот эти люди, они сидят и слушают чудесную музыку, которую играет этот парень. И совсем рядом можно наблюдать удивительное действие наглядной агитации. Вот этот мальчик крутится вокруг этого столба, это какая-то рекламная конструкция. И я специально ускорил это видео, потому что это очень долго, почти 2 минуты такого окружения. Почти что суфийский танец, можно сказать. А вообще на этой аллее расположены вот такие стенды, на которых есть информация о том, что в Ялте есть интересного, что стоит узнать, что стоит посмотреть и так далее. Заканчивается вот эта агитационная аллея такой арочной конструкции. Это такой тоннель, который в вечернее время и в ночное он освещен ярко. И, в общем-то, это очень популярная селфи-зона. Здесь люди снимают селфи.
И обратите внимание, что туристы, они стараются не мешать друг другу для того, чтобы каждый имел возможность сделать хорошее, достойное фото. А вообще светящийся тоннель – это такой символ надежды, символ нового начала или границы между жизнью и смертью. Это такой мистический переход в потусторонний мир или какое-то переосмысление жизни, можно сказать. И для кого-то, может быть, это символ преодоления трудностей, выход из какой-то сложной ситуации или обретение ясности какой-то. Вот такой символизм во всем этом деле. И вот это селфи снято, и на исходную точку заходит другой человек, другой турист. Вот женщина тоже получит очень хороший селфи. Если вам хочется сделать селфи на фоне вот таких светящихся ярких объектов, то я вам рекомендую, вот, например, в этом тоннеле заходить несколько глубже, для того, чтобы ваше лицо тоже было освещено и чтобы не была темная фигура на светлом фоне. А с обратной стороны вход, это официальный вход в этот тоннель, здесь тоже снимают селфи, и потому что здесь света больше, и я как раз вышел вот на вот эта площадка, это такой промо-площадка аквапарка Семииз. Обратите внимание, что никакая часть этого видео не является рекламой или промоушеном какой-то организации, какого-то бизнеса или какого-то человека конкретного. Я снимаю то, что вижу, делюсь своими впечатлениями и своим мнением. И вот по поводу аквапарка Семииз, я думаю, что вот эта промо-площадка их, это прекрасная стартовая площадка для всех людей, которые хотят прокачать свои скиллы и свои умения публичных выступлений. Давай-ка, мы тебе сейчас дадим микрофон. Давай, исполнил что-то капельно. Вычисли путь звезды и развести сады, и укротить тайфун. Все может магия. Есть у меня диплом, только лишь дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге я. Аплодисменты, аплодисменты Егору, замечательный участник. Ну что, это Вот заявка так, на например, победу мальчик Спартака. Егор Танцевать получил сменилось. совершенно прекрасный опыт публичных выступлений прямо на набережной и, в общем, остался полностью доволен. Поэтому аквапарк Семииз делает очень-очень полезное дело, на мой взгляд. Много времени познакомиться. Вот девушка к нам подошла. Да, конечно, не делаем, это плохой пример, я буду сам всех вызывать. Мы с тобой тоже познакомимся. Привет, как тебя зовут? Нет, у нас тебя так поддерживают. Кто-то еще тоже приехал из Донецка? Есть те у нас, кто приехал из Донецка? О, ну-ка, мальчик прыгает. А мы знаем этого мальчика, мы его знаем. И вот, Маша, вот еще у нас девчонки. Ты их знаешь, скажи кого-нибудь из этих ребят? Я знаю вот эту. Вот эту, это как ее зовут? Не знаю. А ну-ка, покажи, какую вот эту ты знаешь. Так, она тебя знает? Тебя в желтом платьишке? А ну-ка иди к нам тоже. Вот, да-да-да, ты, вот девочка с милым облачем. Так, мы с вами знакомимся. Так, а как тебя зовут? Еще раз. Оля. Оля. А тебя как зовут? Давай тоже, давай лицом повернемся, чтобы тебя видели. Красивое твое замечательное платье. Лиана, а ты откуда у нас приехала? С Краснодара. О, как! Круто! Сколько добиралась? Наверное, прям быстро доехали. 6 часов. Почти 6 часов. Это сразу до Ялты ты за 6 часов домчалась? Это как так? На машине? Скажи мне, ты знаешь эту девочку слева или она обманывает? Не очень. Ну теперь познакомьтесь. А ну-ка познакомьтесь, давайте. Так, здравствуйте. Итак, самое неловкое знакомство. Итак, вот так знакомиться, значит, первое. Подает руку. Здравствуйте. Меня зовут, давай. Привет. Оля. Лиана, здравствуйте, вот и познакомились. Как они были недовольны, посмотрите на них. Их умышленно познакомили, какой кошмар. Ну что, теперь будете жестко дэнсить или вы будете соперницами? Или будете вместе? Соперницами будете? А вместе танцевать, там хороводные движения какие-то будете? Нет. Поняли, как вот это соперницы навечно. Ладно, будем надеяться, что у вас хорошее соперничество. И на самом деле в конце вы подружитесь и обе выиграете сертификаты. Согласны? Еще одна селфи-зона, которая называется «Жар птица», достаточно популярная. Можно сделать хороший селфи, что многие и делают.
Здесь же рядом попадает в объектив ресторанчик «Пряности и страсти». В общем, это как раз район концертного зала «Юбилейный» и театра Чехова. То есть вот здесь буквально там 200 метров расположен театр Чехова. Еще развлечение на набережной – это пускать в ночное небо вот такие светлячки. Их запускают из рогатки, и они светятся, они имеют лопасти, поэтому они не падают сразу, а планируют, их можно поймать руками. И наверняка здесь есть кто-то рядом, кто их продает. А на настоящие звезды и планеты можно посмотреть в телескоп. Есть такой телескоп, его обычно устанавливают здесь, прямо напротив Ялтинского маяка. Летними вечерами это тоже очень-очень интересно, потому что видно далеко. И он, конечно, немножко декоративный такой телескоп, потому что у него такая легкая конструкция. Наверняка он сделан из какой-то картонки. У него, может быть, даже какие-то линзы такие полегче, которые не совсем стеклянные. Но, тем не менее, то есть я как-то заглядывал в него, да, Луну очень хорошо видно. И если хочется посмотреть на Луну и планеты, это вполне нормальный инструмент. Тему планет также поддерживает стрит-арт. Вот этот парень в зеленом худи с респиратором на лице, он легко делает вполне реалистичную планету с помощью обычной тарелки и нескольких баллонов с аэрозольной краской. У него неплохо получается, людям это нравится, им нравится вот эта легкость, и на самом деле все это не так просто. Представьте себе, что это жара под 30, респиратор, вот это худи, попробуйте сделать, и я уверен, что у вас не получится с первого раза точно. Хотя можно предположить, что все это шоу, это реклама для продажи вот этих картин. Это, я думаю, что прекрасный сувенир. Здесь есть не только картины, но и есть такие разные утята из мультиков. И, в общем, это действительно хорошая память о Ялте. Также здесь стоит QR-код, и можно поддержать этого художника, если вам нравится его искусство. Это хорошая практика поддерживать уличных артистов напрямую, прямо вот так вот непосредственно вашими деньгами от вас к этому художнику. Потому что если искусство поддерживать через кого-то, то музыку заказывает тот, кто платит. От 2000, на картоне по 2000, холсты от 4. Ставьте лайки, если вам нравятся эти картины. Я ушел с яркого света, и в темноте здесь есть тоже определенные развлечения. Можно, например, послушать, как вот этот мальчик играет на флейте. Впрочем, тоже классный способ прокачки навыков публичных выступлений. И, может быть, кто-то кинет в шляпу немножко денег. Тоже, да, потому что есть определенный сентимент. На фоне вот таких корабликов флейта звучит очень романтично.
Понятно, что мальчик с маленькой дудочкой не может конкурировать вот с совершенно серьезными музыкантами. И здесь уже все по-взрослому. Каждый дом отгорожен щитой старины, белые ночи и сравнения с Венецией нам не нужны. На фонарях ленинградской весны, на фонарях нашей майской весны. Белые ночи, мои руки Балтийский канал, мое сердце Дворцовая площадь. В моих жилах струится Нева, грудь жжет Марсового поля огонь. Петербургский не женится князь на московской купеческой дочке. Ленинград, Ленинград, никогда не расстанусь с тобой. Ленинград, Ленинград, никогда не расстанусь с тобой. Вообще эту площадку на фоне памятника Чехова возле виллы София и концертного зала юбилейный планировали под памятник Виктору Цою, но как-то не сложилось с Цоем. И теперь это почти стационарная точка для вот этого ленинградского барда, который радует курортную публику каверами Александра Розенбаума, блатничком, песнями про Ленинград. Публике это очень нравится, люди поддерживают музыканта. И вот представьте себе вот эту набережную без всех исполнителей, без музыкантов, без художников, без стрит-артистов. Я даже ума не приложу, чем бы можно было развлекать курортников и создавать им хорошее настроение. Напишите в комментариях свои идеи, что вы думаете по этому поводу. Вот остается только, допустим, здесь снимать селфи на фоне магазинов, где ты купил что-то, вот какую-то вещь. Вот. Это говорит о популярности шопинга в Ялте. И вот здесь начинается та часть города, где преобладает шопинг. Здесь его больше, чем культуры, чем стрит-арта. Здесь начинаются бутики. И, в принципе, как бы, типа, это конечная часть моего маршрута. Дальше я не пойду, я здесь развернусь. И поскольку я уже зашел в шопинг-зону, это конечная точка моего маршрута, я дальше развернусь и пойду назад. Но я покажу немножко витрин. Шопинг – это такое развлечение, это занятие для богатых и для тех, у кого есть деньги. У меня денег на такие бутики нету, я все покупаю через интернет. И, в общем, этому рад. Но я люблю посмотреть на витрины, на вот эти красивые ботинки, которые стоят совершенно безбашенных денег. И ну, вот такие красивые пояса с большими буквами. Раньше вот этот бутик, он назывался Моне, потому что здесь была европейская, французская, итальянская мода. Вот, и как мы видим, она сейчас осталась. Вот, сумочки сваровские с кристаллами. Это всегда выглядит очень богато, дорого, хотя это обычные стекляшки. Как видите, в этой шопинг-зоне тоже есть нестационарные музыканты. Вот такие. Это реальный, настоящий стрит-арт. То есть эта девушка, она не санкционирована, просто она подошла, достала скрипку и играет. Это очень смело. Она классно играет, у нее нормальная скрипка, то есть девушка явно профессионально как бы зарабатывает этим себе на жизнь. Я не очень
хорошо разбираюсь в этой скрипичной музыке, но мне кажется, что мелодия звучит несколько драматично, и чутье мне подсказывает, что скорее всего, что Парнаса у нее не будет. Надо Розенбаума играть, вот, тогда будет все окей. Например, вот есть хорошая песня у Розенбаума про уток. Стрелять так стрелять, я им помашу рукой, вот что-то такое. То есть это как раз подходит вот к этой атмосфере курорта. Я думаю, что это было бы лучше. Палец вверх, если вам нравится Розенбаум. И я продолжаю свое путешествие назад, я возвращаюсь для того, чтобы посмотреть на все те значимые объекты, все значимые развлечения на этой набережной в динамике, чтобы понять, как на самом деле все развивается. Вот я возвращаюсь и подхожу к ленинградскому барду, назовем его так. Людям нравится мелодичность гитары и бархатного голоса. Стоят и слушают вальс Бастон, они делают селфи, видео-селфи, по всей видимости, на фоне, для того, чтобы было и движение, и звук, и клац, все сняли, все отлично, очень хорошо, можно отправлять друзьям. Всеми стенами качаются окна, говорим мы всем тем, кто мне уже он это чудо дарит. А когда затихли звуки в сумраке ночном, все имеет свой конец, свое начало. Загрустив, всплакнула осень маленьким дождем. Этот вальс как хорошо. Как часто видится мой любимый сон, который ночью нам танцует вальс Бастон. Там вниз падают вниз пластинки, крутится И песня. я в темпе вальса продолжаю свой путь к промо-площадке аквапарка «Семиис». Отлично, я понял, куда я приду лечить зубы, когда вернусь домой. Отлично, ну что ж, а вы мне расскажите, вот вы тут одна приехали или вы сами танцуете? Я видел там какой-то недовольный мальчик, он не хотел танцевать почему-то, как его зовут? Я с семьей, с мужем и сыном. Ну, сын не любит танцевать. Я, честно говоря, тоже не танцор, но на сборке. А ваше мероприятие, вот спасло меня от ожирения, потому что неделю без тренировок. Вообще по вам не скажешь, замечательная фигура у наших белгородцев. Мы все всегда занимаемся спортом, бегаем в убежище. Ладно, мы там занимаемся. В Белгороде мы всегда бегаем, у нас замечательная природа. Самый чистый город, приезжайте в Белгород, но лучше чуть попозже, конечно, приезжайте. У нас там круто, у нас там бомбически, у нас там вообще классно. Приезжайте. Да, к сожалению, Белгород сейчас не такой тихий, спокойный город, но вообще приезжайте, там очень тихо, круто. Как зовут вашего сына, вы не сказали? Промо-площадка аквапарка «Семиис» продолжает свое шоу. Удивительно насыщенная программа, очень целеустремленные участники, нужно заметить. А я отправляюсь дальше. Я хочу еще заглянуть на дискотеку под Платаном, потому что там всегда вечером очень-очень весело. Потому что там публика разогревается только сейчас к этому моменту, и там можно будет посмотреть и хорошее нормальное народное шоу. Впереди я слышу звук барабанов, кто-то играет на барабанах, и я иду на этот звук. И это юный барабанщик, который играет на бонгах. Он играет
Не очень мастерски, но это все равно очень поучительно, потому что задает какой-то ритм в этой жизни и этим вечером здесь на набережной. Мое внимание привлекает вот это крутящееся колесо. Это хорошая находка, потому что оно действительно привлекает внимание. Такая большая крутящаяся вещь. Она очень нравится детям, потому что дети вот так подходят, становятся, смотрят, как оно крутится. Я думаю, что они представляют себя в роли вот этих своих кукол, которые сидят в этих вагончиках. В общем, это такое удивительное состояние транса, который мы наблюдаем вот в этой части города. И вот идет наш Альфач, которого мы видели раньше в самом начале видео. Вот он дальше пошел туда же, контролирует свой район. Здесь продают вот такие шапки, папахи кавказские. Почему в Крыму, непонятно. Но... И наконец-то я подошел к дискотеке под Платаном, и здесь я вижу такое. Молодцы какие, успеваете? Это только начало! Et je t'ai cru. Конечно же, для самых выносливых, а у нас тут все такие! Поехали! Вы все выдерживаете.
А Ксюши есть у нас тут, нет? Ксения, Ксюша, Оксана? Я думаю, что есть. И вишенка на торте, блэкаут на набережной Ялты. Очень большое энергопотребление, по всей видимости, и выключился где-то какой-то трансформатор, перегорел какой-то предохранитель, я не сильно понимаю в электричестве. Но я вижу, что это никому не мешает, люди продолжают точно так же танцевать, они заняты друг другом, им не нужны фонари, у них все окей. Какие молодцы, Ксюша и все остальные девушки! И мальчики тоже. Художникам-портретистам блэкаут тоже никак не мешает, потому что у них все свое, свои фонарики, свои батарейки, свои карандаши, они спокойно себе сидят, и им не нужно никакое постороннее электричество. Чего не скажешь о вернисаже. Вернисаж в темноте. Ну, я так подозреваю, что большая часть людей уже успела свернуться, когда блэкаут наступил, то есть 5 минут делов, все скрутили, картины сняли. И, то есть, вот кое-кто, кто запоздал, продолжает сворачиваться с помощью фонариков, освещая себе путь. И, в общем, можно заметить, что это скорее не художники, а продавцы сувениров, судя по работам, которые висят на стендах. Ну, те, кто хочет получить больше от жизни, те как раз здесь и остались. А я на этом с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы были на канале Курортнички. И до новых встреч!